Доброго времени суток. Сегодня смотрели, не совсем маленькими шашистиками, а так уже более квалифицированными такими шашистиками. Будем ласково называть шашистов так. Есть большие шашистики, есть маленькие, есть совсем маленькие. И вот интересная позиция возникла. За белых выигрыш, наверное, многие ее знают. Так, отдельно стоящая позиция была в одной из книг. И вот давайте ее рассмотрим. Понятно, что вот эти вот ходы ни к чему не ведут. То есть это ничейные все ходы. То есть Е4 есть, FG5. Надо что-то другое искать, надо другие продолжения искать. И вот здесь FG3. Давайте сначала рассмотрим вот этот момент. Я не знаю, здесь достаточно такой еще непростой выигрыш. Вроде бы должно все быть совсем просто. Знаете, тут какие-то есть варианты. Может, кто-то мне попроще покажет. Вот. Варианты, видите, такие получаются. Очень достаточно сложные. То есть нельзя отдавать GF из-за этой идеи. Вот здесь, видите, еще с проходом таким. Тут здесь грозит вот эта вот идея. Поэтому надо куда-то уходить. Понятно, в любки не пойдешь. Потому что отойдут, точнее сказать, и на C3. А вот такая, если дальше пойдут, то получается вот этот ход и ходить некуда. Но основная идея не это. Основная красота не в этой идее. Тут бы, наверное, эту позицию не показывали. А вот же такая мысль. И вот если АБ2, то очень красивый ход здесь. Но АБ2 надо вроде бы, потому что... Почему я сказал вроде бы здесь, это уже не мой тут афоризм. Почему? Потому что все-таки есть ход DE7, а на B2 надо ходить, потому что лишняя шашка. Здесь ничего не сделаешь, наверное. На 1 тогда будет EF6 и с последующей вот этой вот идеей. Вот видите? А второй момент, если на C1, то получается GF2. И тоже выигрыш. Но вот очень красивая идея. Не мог я не показать вам эту идею. И давайте посмотрим дальше. Вот здесь вот тоже интересный момент. GF2. Но вот эта вот позиция из книги Вениамина Городецкого. Книга о шашках. Это 90-го года. Я говорю, что мы смотрели вот с такими средней квалификацией, я бы сказал, учащимися. И вот получилась такая позиция. GF2 вот ход проигрывает. ED6. На этот ход, естественно, не хватает темпа здесь. Непонятно, что делать. Надо выходить. И вот здесь ход BC5. Вот если, конечно, на D4 ходить, то BA7, вот видите, везде пробивается. Везде пробивается, надо шашки отдавать. То есть позиция плохая, очень плохая. И вот на CB4 интересный момент. Вот сразу показывают вот этот ход, но сюда, естественно, надо, тут вариантов нету. Надо сюда ходить. Другого нету. Вот на этот, даже вот на этот ход. Вот это вот идея получается. То есть сбивание многих шашек. DC3 надо, то есть на FG, понятно, нападение. Комбинацию тоже надо проводить, вариантов нету. Здесь вот куда-то CD4.
Ну вот тоже вроде бы показывает, я здесь уже посмотрел, почему я посмотрел с компьютером, потому что были тут вопросы, честно говоря. Вот HG5 вроде бы тоже выиграно. Ну, тоже вот, может быть, кстати, что тоже выиграна позиция, но это не авторское решение. Авторское решение здесь попроще. Получается CB4. Если ходит CB4, ой, так, я уже тут чуть-чуть, так, это я вошел здесь, да. То есть CB4, и вот здесь вот просто AB2, и все быстро достаточно решается, там еще какие-то вопросы есть. Сюда и сюда. Ну, идея такая. Основная, конечно, мысль. Авторская вот такая вот. Я думаю, кстати, вот в книге, почему они писали, что вот это основная мысль, потому что, конечно, вот этот вариант более красивый. И здесь ловля дамки идет. Куда ни бей, выиграно. Так, дальше. Вот партия интересная. Тоже, почему я ее сегодня дал, тоже встретились на лидрафте. Ну, вот позиция очень известная. То есть, хотят, ход черных хотят, ход белых, я извиняюсь, хотят пойти CB4, ну и так далее. Ну, вот это вот известная ничья, если кто-то не помнит. Ну, я думаю, что все помнят, кто смотрит, наверное, все помнят вот эту ничью. DE7. Важный ход. CD. Ой, ED, я извиняюсь. Нападаем. И вот это вот ничья. Вот это вот ничейная позиция. Ну вот сегодня вкратце, что я вам хотел показать. Что насмотрели в тренировочном процессе. Интересного насмотрели в тренировочном процессе. И до новых встреч.